Взрывы в воинской части в России. Руки ГУР дотянулись до военных преступников в тысячах километров от фронта. Последствия могли быть катастрофическими. Украинский Кабмин спасла случайность. Китай сливает Путина. Цифры говорят больше, чем парадная картинка. Менеджер без головы. Очередная смерть крупного руководителя в России. Антиамериканский клуб провел очередное заседание без крупного игрока. Кто решил не злить Трампа? Революция в Казахстане. Министр заявляет, что не арестован. В тюрьму за грибной соус. Дело столетия завершилось приговором. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Очередная дерзкая операция ГУР «Возмездие» нашло военных преступников далеко от фронта на другом краю России. 2 мощных взрыва прогремели на парковке у воинской части 6912 вблизи Хабаровска. Инцидент произошел утром, когда военнослужащие прибывали на службу. Сработавшее устройство нанесли серьезный удар по личному составу. Есть погибшие и раненые. Детали уточняются. Об этом источники ведомства рассказали украинским СМИ. После взрывов российские спецслужбы заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта вблизи места происшествия. По информации Главного управления разведки Украины, часть 6912 участвовала в военных преступлениях против мирного населения в Киевской области в 2022 году в Буче и Ирпене. Это не просто взрыв, это символическое наказание тех, кто несет ответственность за агрессию против Украины. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с министрами Игорем Клименко и Андреем Сибигой провела встречу с более чем 60 иностранными дипломатами в Киеве. Цель – показать разрушенные российским ударом этажи здания Кабинета министров и рассказать о последствиях одной из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны. Свириденко подчеркнула, это откровенный сигнал: Россия не хочет мира и насмехается над дипломатией цивилизованного мира. Для нас эта атака означает новый этап войны, когда враг фактически вдвое увеличил количество шахедов во время ударов по гражданским, энергетической инфраструктуре. Накануне зимы методически охотится на предприятия и теперь еще и бьет по государственным учреждениям. Это четкий сигнал, что Россия не хочет мира и откровенно насмехается над дипломатическими усилиями цивилизованного мира. Это экзистенциальная война. Среди погибших 2-месячный ребенок и молодая мама. Россияне убивают наших детей, а значит, наше будущее. Премьер поблагодарила дипломатов за поддержку, отметив, что их присутствие – знак солидарности с Украиной в борьбе за ее выживание. Тем временем появились подробности российского воскресного удара по Киеву. В здание Кабинета министров Украины ударил не дрон, а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса «Искандер». Об этом пишет Defense Express. Анализ обломков показал, боевой заряд не сработал, и пожар в правительственном здании возник исключительно из-за топлива ракеты. Для понимания масштаба, боевая часть этой ракеты весит около 450 килограммов. При штатном взрыве последствия были бы катастрофическими. Улыбки, рукопожатия, громкие заявления, но что стоит за парадным фасадом? Спад в российско-китайской торговле продолжает ускоряться. По итогам августа закупки Китаем товаров в РФ обвалились почти на 18% в сравнении с прошлогодним показателем, сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни КНР. Поставки китайских товаров на российский рынок упали на 16,5% в годовом выражении, вдвое больше, чем в июле, когда сокращение составило 8,6%. Накопленным итогом за 8 месяцев текущего года российско-китайский товарооборот просел почти на 9% до 1 триллиона юаней или 145 миллиардов долларов. В свою очередь, подсчеты экспертов Института Гайдара показывают, Китай сократил закупки почти всех видов российского сырья: нефти, угля, сжиженного газа на 10-13%, а нефтепродуктов на все 28%. Спад оборота с главным торговым партнером России вызвал обеспокоенность в Кремле, рассказывали ранее источники Рейтер. Китай не ведет себя как союзник. Иногда он нас подводит и останавливает платежи, иногда наживается на нас, а иногда просто грабит. В этом нет ничего союзнического.
По словам источников агентства, увеличение Китаем закупок российского сырья было в числе главных тем визита Владимира Путина, который проходил с 3 по 6 сентября. Однако добиться крупных новых сделок хозяину Кремля не удалось. Путин договорился увеличить поставки газа в КНР с 2031 года по действующим трубопроводам. Однако объем новых контрактов 8 миллиардов кубометров ежегодно составляет лишь 1% от добычи газа в России и 4% от былого экспорта «Газпрома» в Евросоюз. Новый контракт Роснефти на 2,5 миллиона тонн нефти в год составляет лишь 0,4% от добычи в России и менее 1% от экспорта. Кроме того, «Газпром» сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве долгожданного трубопровода «Сила Сибири-2», однако его заявление не подтвердили в Китае. Не все так красиво и на другом геополитическом направлении, в виртуальном саммите стран БРИКС, организуемом Бразилией для обсуждения торговой политики президента США, примет участие китайский лидер Си Цзиньпин. Также к обсуждению присоединится Владимир Путин. А вот премьер-министр Индии подключаться к мероприятию не планирует. Об этом пишет Bloomberg. Вместо Нарендры Моди страну будет представлять чиновник рангом пониже. Возможно, пример самой большой в мире демократии не так близок с диктаторами, как это показалось Дональду Трампу, который недавно написал о потере Индии. Возможно, Моди не хочет явно участвовать в антиамериканском сговоре, которым выглядит новый саммит БРИКС. Десятки тысяч протестующих и дикая реакция полиции в столице Непала, Катманду. Силовики открыли огонь по демонстрантам. Не менее 17 участников акции были убиты. Столкновения вспыхнули, когда толпа вышла к парламенту. Протестующие прорвались через колючую проволоку и заставили спецназ отступить в здание. Тогда полиция начала стрелять. В результате ранения получили 145 человек, из которых 28 сами полицейские. Причина протестов – недавний запрет нескольких соцсетей, включая Facebook, X, YouTube, Instagram и WhatsApp. Власти объясняют свои действия требованием официальной регистрации компаний в стране. Но многие видят в этом инструмент цензуры, ограничение свободы слова, наказание тех, кто осмеливается критиковать правительство в интернете. При этом TikTok, Viber и ряд других платформ продолжают работать. Они пошли навстречу требованиям властей. В общем, звучит очень знакомо. Миграционные службы Латвии требуют от 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября. Причина изменения в иммиграционном законодательстве, внесенное в 2022 году в ответ на агрессию России против Украины. По новым правилам, чтобы легально жить в Латвии, россияне должны подать заявление на постоянное проживание, подтвердить знание латышского языка и пройти проверку на соответствие требованиям безопасности. В общей сложности новые правила касаются около 25 тысяч человек. На данный момент 16 тысяч уже получили разрешение на постоянное проживание, еще 1 тысяча на временное. Те, кто не оформил документы, обязаны покинуть страну. 2600 уже выехали добровольно, а в 10 случаях применялось принудительное выселение. Череда загадочных смертей топ-менеджеров в России продолжается. Под Калининградом найден мертвым гендиректор компании «К Поташ Сервис». Тело обнаружили без головы, под мостом, с буксировочным тросом. Массовый мор крупных бизнесменов совпал с началом полномасштабной агрессии против Украины. С жизнью при странных обстоятельствах расстались десятки капитанов российского предпринимательства. Бьет таинственная пандемия по компаниям со звучными названиями: «Газпром», «Транснефть», «Уралкалий», «Норильский никель». Особенно эпидемия не пощадила «Лукойл». По очереди умерли 2 председателя совета директоров корпорации, а потом и вице-президент. Большинство из топ-менеджеров по странному совпадению выпали из окон. Еще одна странность: ни в одном случае следствие не привело ни к чему. Во всяком случае, об этом никто не пишет. Как думаете, в чем причина? В Казахстане готовят революцию, но речь не об оппозиции, а о перевороте в государственном управлении, заговорил сам президент страны. Касым-Жомарт Токаев проанонсировал появление Министерства искусственного интеллекта. Ведомство возглавит один из вице-премьеров. Цель, цитирую, обеспечить тотальное внедрение ИИ для модернизации всех сфер экономики. А вот министру иностранных дел Казахстана Мухтару Нуртлеу пришлось заниматься незаурядным делом, опровергать слухи о собственной отставке и аресте
месте. Такая информация разошлась после возвращения министра из Китая на прошлой неделе. Почва для слухов богатая. Президент Токаев и без искусственного интеллекта проводит кадровую революцию и за последние полгода сменил уже 3 министров – энергетики, транспорта и обороны. Массовые протесты в Турции. Тысячи жителей Стамбула вышли на улицы после того, как полиция заблокировала штаб-квартиру оппозиционной республиканской народной партии. Ее руководство отстранили, управление структурой передали Временному совету. До такого креатива даже многие известные диктаторы мира не додумались. Протестующие обвинили власти в политическом перевороте. Отстранение руководства стамбульского отделения РНП напрямую связано с делом бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его арестовали в мае по обвинению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Имамоглу считался главным конкурентом Эрдогана на выборах 2028 года, поэтому в Турции воспринимают его дело как политически мотивированное устранение соперника. Турция все дальше проваливается в авторитаризм, а ведь всего каких-нибудь 15 лет тому велись серьезные переговоры о вступлении страны в Евросоюз. В Австралии завершилось дело столетия. Во всяком случае, тяжело назвать другой процесс в стране, который вызвал бы такой ажиотаж. Приговорена к пожизненному заключению Эрин Паттерсон. 2 года назад женщина отравила 3 своих родственников ядовитыми грибами. Жертвы — родители и тетя мужа отравительницы. Муж Хезер, Иэн Уилкинсон, чудом выжил после отравления. Свою коварную схему Эрин обставила как обычный обед. Она пригласила родственников под предлогом обсудить отношения с мужем и подала говядину с грибным соусом из бледных поганок. По информации суда, это не первый ее шаг в направлении убийства. Ранее она 3 пыталась отравить мужа. 1 раз он даже впал в кому. Судья Верховного суда штата Виктория в Мельбурне Кристофер Билл постановил: остаток жизни отравительница проведет в тюрьме строгого режима, а досрочно выйти сможет лишь в 2056 году, когда ей исполнится 83 года. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.